Поздней осенью пес кружился по двору своего дома, весело прыгая в листву. Он жил у пожилой пары, они души в нем не чаяли, но с каждым годом становилось все труднее ухаживать за псом. Однажды в гости приехали дети и решили отдать пса кому-нибудь, чтобы родителям было легче. Старики долго спорили, но все же согласились. Собаке было грустно расставаться с любимыми хозяевами. В приюте на первый взгляд было все хорошо. Однако стоило им уехать, как пса тут же заперли в тесную, грязную клетку, он не мог до конца сесть и с трудом поворачивался. Корм и воду не давали несколько дней, все были заняты своими делами и обслуживали зверюшек богатых людей, которых оставили на время, а для остальных бесхозных времени не было. Кормили и поили, как получится. Если собака лаяла и пыталась выбраться, создавая лишний шум, ее просто били током. Пес только при одном приближении работников приюта уже забивался в угол своей и так тесной клетки. Гулять их не выводили, сажали на привязь на заднем дворе. Туда приходили люди, но почему-то совершенно этого не замечали, единственная надежда была на то, что их заберут. В один из дней семья пришла за питомцем. Они долго выбирали и остановились на этом красавце. На вид пара абсолютно спокойная и в достатке. Непонятно, почему они выбирали его, зашуганного и истощенного пса. Может, хотели помочь, в любом случае пес был счастлив. Они забрали собаку и привезли в довольно большой дом. У него в голове мелькала только лишь радость, сейчас он разгуляется, но не тут-то было, его посадили на цепь и ушли по делам. Но это было не страшно, он хотя бы мог двигаться. Пес не терял времени зря и, пытаясь себя развлечь, случайно уронил дорогущий горшок для цветов. Хозяева, вернувшись, рассвирепели, мужчина взял плеть. Он жестоко хлестал привязанную и неспособную убежать собаку, истошный крик животного расходился вокруг, что еще больше злило хозяина. Он бил до тех пор, пока она не свалилась с ног, обтекая кровью из свежих кровавых полос. После этого собака лишь смирно сидела у дома и шарахалась от хозяина. Все бы ничего, но однажды к ним в гости приехали друзья, все веселились и ничего не предвещало беды. У друзей был сынок, пес играючи подбежал к ребенку и немного прикусил ему руку, но ничего не повредил и не поранил. Ребенок залился истерикой, видимо, испугавшись резкой игры собаки. Родители, увидев это, закричали и на собаку, и на хозяев, гнев вспыхнул в глазах хозяина. Кто знает, что было у него в голове, но мужчина в ту же минуту снял собаку с цепи и за шкирку поволок на улицу. Собака даже не могла встать. Так сильно он тянул ее за собой, воздух перекрывал натягивающийся ошейник. На улице, на практически пустой дороге, стоял заброшенный колодец. Собака не успела что-либо сделать, как хозяин резким движением перевалил ее в тоннель колодца, больно приложив о бетонное кольцо. Пес трясся от страха, ему сложно было дышать, и он даже не мог открыть пасть, повиснув на собственном ошейнике. Он начал дергать лапами в попытке выбраться, и в этот момент хозяин отпустил его. Он полетел вниз, с глухим ударом приземлившись в воду. Пес не ушибся, но до дна достать не мог. Приходилось держаться на плаву. Он отчаянно пытался позвать на помощь, но безуспешно, здесь редко кто ходил. Хозяин снимал на камеру, как бедный пес кружит в колодце, тщетно царапая стены, в попытке выбраться. Когда ему надоело, мужчина плюнул и ушел, оставив пса на неминуемую смерть. Через несколько дней, по счастливой случайности, мимо старого колодца проходил мужчина по имени Иван. Он услышал странные звуки и заглянул туда. Там плавала собака, и он не мог просто уйти. Мужчина взял веревку и спустился вниз. С помощью жены он все-таки смог достать собаку. Зубы и когти песика были сточены в попытках выбраться. Они сразу повезли его в клинику. По словам врачей, собака провела в колодце 3 или 4 дня, как выжил, непонятно. Предположительный возраст лет 5. Иван решил оставить песика себе. Пришлось долго его восстанавливать,
у него оказались многочисленные трещины в костях, также сильное переохлаждение, а больше всего психологические травмы. Он заново привыкал нормально жить, все так же пугался резких движений или громких звуков, но уже обрел любящую семью и научился жить заново. На следующий год семья приехала отдыхать и остановилась в отеле на берегу моря. Все было хорошо, но в один из дней семья почувствовала легкие толчки из-под земли, которые вскоре прекратились, и мать с дочкой засобирались на пляж. Пес вел себя беспокойно и не мог найти себе места. Дочка хотела поиграть с собакой, обычно пес от этого не отказывался, однако в этот день животное стало странно себя вести. Не слушалось хозяев и пыталось уйти подальше от воды. Через некоторое время вода стала затапливать пляж, и пока некоторые люди собирали прибитые к берегу ракушки и рыбу, собака забеспокоилась и устремилась подальше от воды. Спустя какое-то время вода стала вновь прибывать, шли большие волны и уже сбивали с ног людей. Тем временем пес уже убегал и уводил за собой маленькую хозяйку, позволяя держаться за свою спину. Он сопротивлялся силе воды и довел ребенка до небольшого укрытия на 2-м этаже многоэтажного здания. Подождав, пока она спрячется, пес поспешил за родителями. Они потеряли дочь из виду и не уходили с пляжа. Пес повел их в укрытие, помогая выплыть из накрывающих волн. Отцу в ногу вонзился кусок арматуры, и он начал уходить под воду. Пес, ни секунды не раздумывая, нырнул в бурлящую воду. Мужчина ухватился за собаку, и пес на последнем дыхании вытащил хозяина на берег. Рана была не смертельная, но если бы не собака, никто из них бы не выжил. Слезы хозяев катились по щекам, и они не выпускали пса из объятий. Когда-то они спасли его от воды, а теперь он их. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.